Доброе утро. Официально первый день в Токио. Вчера не стал ничего снимать, так как был сильно уставший после самолета. Сегодня по планам это Императорский дворец, Гинза и дальше, что получится, посмотреть. Из лайфхаков, ребят, я купил eSIM. Она почему-то не работала, хотя все проплачено и должен быть интернет, поэтому пришлось вчера искать, где можно взять обычную пластиковую сим-карту. Вот. Я обошел 7-Eleven, Family Mart и все другие такие магазины, но ничего не было, поэтому по факту мой вам совет: идите сразу в Дон Кихот. Там можно взять без проблем сим-карту проплаченную. Я заплатил что-то около 3900 йен. Вроде все работает. Поэтому сейчас выдвигаемся, возьмем что-нибудь покушать и поехали. Пока шел, набрел на такое место. Здесь можно снимать просто каждую локацию. И здесь буквально это каждый второй переулок. Но меня привлекли вот эти автоматы. Они просто на каждом шагу. Также лайфхак, ребят. Вчера в аэропорту хотел взять карту Суйка для проезда в метро, чтобы ее можно было еще где-то оплачивать. И, по-моему, кстати, можно оплачивать в этих же автоматах. Но мне сказали, что она работает только на одной линии, JAR. Вот, лучше купить Pasmo. Но Pasmo нельзя взять в аэропорту. Поэтому зайдите, кто собирается в Японию, заранее скачайте себе приложение Pasmo. Я где-то здесь прикреплю, как оно выглядит. И также прикреплю инструкцию, что нужно сделать. Там нужно просто создать анонимный аккаунт и выбрать «Не ложить деньги». И потом просто вы приходите к дядечке, или есть специальные автоматы, нажимаете Apple Pay, у вас добавляется карта Pasmo, вы кладете туда деньги и можете спокойно ездить. Сейчас зайдем в 7-Eleven, возьмем покушать. Но здесь можно снимать просто все, если честно. Я с первого дня в шоке. Я вчера вечером без камеры немного погулял. Да, это просто... Что это? Вот так выглядит 7-Eleven. Туда дальше бургер. Где-то здесь был Макс Наггетс. Но мы сейчас зайдем в 7, возьмем что-нибудь покушать. 7-Eleven, please, no photos. Поэтому покажу, что взял. Я взял вот такой латте. Там есть холодос с отдельно горячими напитками. И все хвалят вот такой сэндвич с яйцом. Сейчас щелкнем латте. Вообще считается же, что японцы не едят на улице на ходу. Поэтому будем немножко дебилами. Ну просто как дома, знаете, кофе с молочком заварили. В общем, вот так он выглядит. Ну это реально вкусно. Но все обычно ели типа вау. Ну как будто дома сэндвич с яйцом сделал. Просто хлебушек такой, больше как бриош. Мягенький. Ладно, доедаем, как бомж, и идем дальше. Ну это же... Это какой масштаб просто. В принципе, по классике. Очередь. Непонятно, до скольки он работает. Но я так понял, что до 33-30. Может, я не знаю, на картах врут. И на самом деле, типа, можно спокойно зайти, и нас никто не выгонит. Ну, ты мне когда сказала, что, типа, они могут выйти, даже он может... Они не выйдут, они помогут. Ну, типа, если он выйдет помашет, для меня почему-то ассоциация, как будто, знаешь, типа, в фильме «Диктатор». Типа, он вышел такой, типа, просто помахал, и все. Ну, я что вижу? Ну, мы здесь. А нам надо куда? Кидзачу. Ну, я так понимаю, ну давай
серединке двигаться, туда, куда основной народ идет. Что написано: построенный стратегическим потом guest. Дворец, кстати, пару раз сгорел. Ребят, бесплатная экскурсия, можем подсосаться, но мы не черти, поэтому там апельсинки, а здесь, ну, слева ребята говорят, что это яблоки, типа, но они сказали apples, типа, такие, да, apples, я думаю, ну, не похоже. Что это? Ну, я не знаю, что это. Я ничего не дала. Ну, вроде как должно быть описание, но... Оно написано на английском. Что? Но я Ну, а что они имеют в виду? разбираюсь. Культа? Ну, это даже не на английском, как будто бы. Ну да. Но я либо тупой, но это типа, А я даже- яблоко. Ну, так это яблоко, походу, реально. Ну, типа, ладно, ну, цитрус мы нашли, как бы апельсинку, там, мандаринки. Возможно, это сахар. Думаешь, уже Или зацвела? вишня. Или вишня? Да, может. Ну, может. Ну, Я посмотрим. вот, правда, не разбираюсь. Но деревья здесь это просто отвал башки. Ну, когда зацветут. Тут очень красивые птички. Не знаю, видно их или нет. Но мне кажется, должно быть видно. Ну, короче, я не знаю, насколько это передает масштаб, но оно прям реально здоровое. Let's go. Ну, прям... Это, конечно, не секвойя в США, но так-то тоже. Юль, как? Поднялась по лестнице уже все. Да мы там 3 ступеньки прошли. Даже ступенек не было. Ладно, пойдем искать тогда дальше. Ну тогда туда. Север там. Нормально. Ну хоть ты что-то знаешь, потому что я ничего не знаю. Я не знаю, я... Короче, здесь просто очень красиво. Я ничего не читал. Я знаю только, что здесь живет император. Вот Всё. красивый вид. Смотри. И он выходит, Вот типа, и зелень. Аладдин, модефака, там вот эта вся суета. А ну да, вот вход. Что, зайдем? Я обожаю японские крыши. Что за крысы тут? Так, тут что, снимать можно? А здесь на штативе нельзя. Короче, мы попытаемся найти еще красивый мостик, который видел в видосах, отснять его и потом выдвигаться в другой парк и на Гинзу. Самый прикол, что здесь даже бабушки, дедушки все бегают. Они все И бегают. непонятно, куда они все бегут. То есть, типа, Они все заботятся о здоровье, это как-то хорошо. Ага. Они даже в 10 вечера бегают, когда темно. Когда я бы не вышла никуда, потому что, ну, я боюсь. короче, мы двигаемся в сторону Гинзы. Нам нужно купить билеты на Синкансен на пятницу, так как мы поедем в Universal. И тут есть здание, очень похожее на здание из университета монстров. И есть вокзал. Ну, неважно. Блин, ну, я не знаю, очень же похоже. Ну, мне еще, знаешь, что, ну, это, конечно, не то прям. Сюда, если колокол долбануть, то это в третьей части Человека-паука, когда он избавлялся от этой, от Венома, типа, то примерно так и выглядело. А ты тут как будто тоже в России. Здесь, ну, есть, Вокзал. ну, Вот такой, да. как будто бы проще ориентироваться так. Но сейчас будем искать, где можно будет купить. Надо просто только информацию найти, да и все. В общем, короче, мы взяли билеты. Как только заходите через центральный вход, там есть банкоматы. Крайних 3, крайний правый, там можно оплачивать только картой. 2 посередке можно брать наличкой. Но там можно перевести на английский язык, взять билеты на Синкансен, но там проблема, что самый ранний поезд показывает 7:30 утра. Поэтому мы прошли в кассы и поговорили вживую. Нам сказали, что есть и в 5, и в 6 утра. Поэтому мы купили вот такие билетики. Да, на они, 6 утра. получается, взяли, начали спрашивать, получается, дали листок, стали записывать,
сколько человек, докуда вы едете, как вам удобно, и дальше уже ждешь и проходишь с ними, и дальше уже другая женщина разбирается с этим. Ну, у нас коммуникация опять была. Покажи карту. Во, у меня вайп, все. Имя. Ну, короче, коммуникация опять на русском, английском, японском. Всё. Чуть не уехали, кстати, во вторник. Это здание похоже на большой центральный вокзал из Мадагаскара, где они в Нью-Йорке бежали, только часов не хватает. Ну, прям жестко. Гинза вот здесь, и тут уже отметка, куда нужно зайти. Примерно через каждые метров 300. Не знаю насчет позвонить, но бесплатным Wi-Fi вы можете воспользоваться. Это очень выручает. Это очень... Здесь такая суета. Но я вчера на этом сидел, я вчера на этом жил. Я первые 2 недели тоже. Там, наверное, женщина спрашивает. Нет, там Положите типа... монетки. Там пожалуйста. что-то... Такое тоже бывает. Барахолочки. Но это явно не барахолочки. Не, ну здесь вообще кайфово. А погода еще кайф. У меня, к сожалению, все еще болит горло очень сильно. И отнимается плечо. Не знаю почему, но в целом жить можно. Но, я не знаю, я пока больше кайфую вот с этого здания. Мы прошли всякие Диоры, Луи Виттоны. Ну, короче, всю эту печальню. О. Мне интересно. Вот. Наша цель найти Юникло, Зару и Nissan. Это Бэтмобиль. Ну, чисто Женю. Мы дожили до Юникло. Если честно, я уже где-нибудь бы посидел и отдохнул. Ну, вот то, что все снимают, что 12 этажей. Кайф, там все дела. Пойдем. С этим котом, я думала, он просто так. Где отдел с фотографиями, вот это вот оно, да. Походили мы по магазинам. Ловить на самом деле там особо нечего, по сути, в Гинзе. Вот очень Не смотри. кайфовенький райончик. Мы сейчас идем к Годзилле, а вообще в парк, но по пути будет Годзилла и магазин с камерами. Пленочный, мы тоже туда зайдем. Вот вы все приезжаете в Токио, чтобы посмотреть Годзиллу. Вон она на фоне. Все с ней фоткаются. Годзилла в Японии. Ну вот, посмотрите, я вам скажу. Нихуя, свинья. Как бы свин. Здесь просто красиво. Мне, короче, нравится, что вот там вдали на фоне виднеются вот высотки, и это прям вообще максимально кайфово смотрится. Здесь, ребят, короче, мы шли мимо, все еще в парке. И здесь какая-то свадьба. Но мы так покажем, чтобы их не смущать. Но вот. Там, короче, ну выглядит интересно. Там сейчас будет невеста в платье. Собака в платье. Мне кажется, Оля бы здесь умерла. Я тоже. Бать ворона. Ну так-то она жесткая. Но я не боюсь, ну типа она этот просто... Ну она огромная. Она, наверное, ну, блядь, ну с мою голову точно. Да. Биг камера. По-японски Бигу. Ага, нифига себе, смотри. 商店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。あちらに開業します。
Но все равно, но мне больше понравилось, короче, мы вчера гуляли и находили, где именно прям подержанные фотики. Там вообще есть такие старые фотики, которые у нас примерно 1060 сейчас стоят. Короче, мы зашли покушать. Сегодня мы собирались кушать кура-суши. К сожалению, там была очередь 3 часа, поэтому мы зашли в Тенья. Здесь типа темпура. Темпура. Примерно вот так все выглядит. Мне кажется, должно быть вкусно. Ну, это в любом случае вкусно. Говорите. Да, хорошо, что я полил. Делаем пей. И вот так. Сало. И в навигаторе показывают обычно, на какой вагон тебе нужно сесть. Мне показало в первый или в третий. Поэтому в целом они подписаны, и можно вот так выдвигаться и идти в сторону своего вагона. Что ребята играют. Здесь таких мест дофига. Я не знаю, я просто прям охуй. Вот еще одно место. Там видно играют. Еще будет стоять очень много девушек, раздавать листовки. Сейчас постараюсь тоже их заснять, но они обычно начинают прятаться, когда ты, короче, мимо проходишь с камерой. Либо отворачиваться, либо прятаться. Но тоже забавно, насколько много людей. Причем вчера я шел, было настолько холодно, они бедные стояли, аж тряслись. И при этом стояли до талого. И вот так просто подряд по всем улицам. Я не знаю, если честно, я бы замерз так стоять. Это жестко. Но при этом, я как понял, направлено это все на японцев. На туристов особо это ничего никак не работает. Во всех топах есть это место. Все рекомендуют сходить сюда поиграть. Не факт, что здесь можно что-то выиграть, но выглядит забавно. Вообще, в целом, сколько я смотрел видео, в основном все проигрывают. Но ради интереса что-нибудь можно топануть. Погнали. Ну, разводняк. Я говорил, развод. Ищите лохов. Жестко. Короче, я пришел, я на парку, где я вчера сидел в тишине, в надежде посидеть сегодня также. Но там происходит какая-то суета. И причем там танцуют девочки, здесь танцевал тип, просто подтанцевал. Ну а так вот здесь реально кайфовое место, чтобы погулять. Плюс вайбик. Заканчиваем этот день. Завтра миллион планов, миллион дел.